Пока в тылу, в основном в столицах, топливный кризис стал ощущаться меньше, нехватка горючего добралась до фронта. На днях Верстка выпустила об этом небольшой материал. Журналисты опросили 10 военных, как у них с бензином на позициях, и 7 признали, с бензином, цитирую, «жопа полнейшая». Поставки нормируют, например, дают 20 литров в сутки или того меньше. Какой-то день могут и вовсе не подвести, мол, закончился. И к качеству топлива поставляемого тоже вопрос. Рассказывают, что доходит до того, что горючего даже иногда не хватает там для базового снабжения. Типа доставить в окопы еду, воду или тот же бензин. В итоге за припасами приходится идти пешком с десяток километров. Попробуем сегодня разобраться, как топливный кризис добрался до передовой, насколько он там серьезен и на что влияет. Сначала, как обычно, скажу, что наша команда собрала разные способы по обходу блокировок интернета в России в одном месте. Вы можете найти их по ссылке в описании. Мы постоянно их дорабатываем, убираем то, что не работает, а спонсирует это дело сервис М-Карт. С его помощью за 5 минут вы можете получить карту, которая будет отлично работать за границей и которую можно пополнить через СБП. В нашем гайде вы также найдете ссылку на рейтинг VPN-сервисов. Мы постоянно отслеживаем, как они работают с разными провайдерами. Обратите там внимание на бланк VPN. Он в нашем рейтинге уверенно наверху. Штурмовикам топливо в окопе нужно, чтобы выполнять базовые функции. Чтобы оставаться на связи с командованием и артиллерией, чтобы в случае необходимости вызвать подмогу, запросить эвакуацию, ну или отправиться на штурм, если прикажут. Для этого им нужны рации с шифрованием, которые в некоторых случаях разряжаются за полдня, а к электросети, как вы понимаете, окопы и блиндажи не подключены. Электричество можно получить только из генератора, который работает на бензине. Но дело не только в связи. Заряжать нужно и аккумуляторы другого оборудования. Детекторов дронов, приборов ночного видения и тепловизоров. А еще пауэрбанки и планшеты с картами, активные наушники, которые усиливают тихие звуки и защищают уши от взрывов. Если детектор дронов засек подлетающий дрон, то включается окопный рэб. Без рэб группа будет беззащитна перед первым же мавиком. И эту систему тоже нужно заряжать. В окопах часто нужно откачивать воду, грунтовую или дождевую. Значит, нужна помпа, которая тоже работает от насоса. Плюс в блиндаже необходим свет, чтобы обработать раны, осмотреть и зарядить оружие. А еще вскипятить воду и разогреть еду. И сделать это все без генератора ну никак нельзя. И, соответственно, без бензина. Так что пехота просто не может функционировать без топлива. И вряд ли командование может считать топливо излишеством, без которого можно обойтись. Поэтому дефицит топлива для военных до сих пор казался маловероятным. Даже когда топливный кризис накрыл гражданский сектор, казалось, что до армии он дойдет прям в последнюю очередь. Государство может оставить заправки без топлива, может сорвать поставки продуктов в магазины. В крайнем случае, даже общественный транспорт остановит и урожай на полях собирать не даст. Но для фронта бензин всегда найдется. И правительство такие представления подтверждало. 21 июля в «Коммерсанте» вышел материал о государственных приоритетах. Журналистам удалось заглянуть в протокол совещания вице-премьера Александра Новака, на котором чиновники определили очередность поставок бензина. Заправки там в самом конце списка. Бензин рекомендовано направлять в Крым, ДНР и ЛНР, Калининградскую область. Еще выше в приоритетах сельхозпроизводители, РЖД и гражданский флот. На самом верху госзаказ и оборонка, то есть те самые нужды фронта. Несмотря на это, на военных позициях наблюдаются те же проблемы, что и в тылу. Подтверждение, что на фронте с топливом тяжело, долго искать не приходится. Ведь, как известно, если на передовой чего-то не хватает, то деньги на это уже наверняка собирает Z-сообщество. Вот и журналисты Верстки нашли посты о сборах на бензин или проблемах с топливом на фронте. Активисты отчитываются, что купили бензин, тонну, 700 или 270 литров. Еще 10 литров слили из бака собственной машины и тоже отдали бойцам на Херсонском направлении. Есть также упоминание, что часть суммы закрывают сами военные. То есть, находясь на передовой, военные платят за бензин, даже если кто-то его туда доставил. Есть также призывы сдавать не только деньги, но и бензин в канистрах. Или скинуться на дизельные генераторы, ведь с доступом к дизелю в армии вроде как получше. Мы тоже прошлись по Z-каналам, где нашли и открытые сборы, и жалобы, что на передовой не хватает топлива. Вот, например, неизвестный рассказывает, что от лица уважаемых людей везет военным бензин и деньги. Все, выехали,
с гуманитарной миссией в Запорожскую область, город Токмак, для поставки бензина для наших бойцов. В связи с отсутствием бензина наши ребята не могут выехать на боевые задачи, не могут выехать на эвакуацию наших 300-х. Поэтому по поручению наших братьев выехали с такой миссией. Везем тонну бензина, а также вот эти денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей. А вот военкор Романов жалуется, что военным не только армия не поставляет бензин, но и на заправках для них не делают исключений. В Донецке и по всему ДНР бензина нет. От границы ДНР до Ростова на АЗС введены лимиты. Но это все терпимо и можно пережить. Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. Одно из подразделений отправило транспорт для закупки топлива за свой счет, к вопросу о снабжении. Естественно, объемы нужны бочками. На всех АЗС в Ростовской области бойцам, продвигающим на фронт топливо, в бочки заливать отказались. С аналогичным пассажем выступает и другой Z-военкор. Он пересказывает разговоры с сотрудниками заправок и возмущается, что те выполняют распоряжение руководства, которое выдачу топлива ограничивает. Меня очень сильно удивило, что вы приводите в пример, когда я вам подхожу, говорю, мне надо заправить больше, у меня все-таки грузовая машина, да, хоть и на бензине она ездит, привожу в пример, вы мне приводите в пример о том, что мы даже военных канистры не заправляем. Ребят, ну вы серьезно? Вы военным канистры не заправляете, потому что вам дали распоряжение ваше руководство ограничить топливо. Так вы не забывайте, военные эти канистры куда ведут? На фронт. Военные канистры заправляются, люди заправляют многие, которые защищают наш тыл, да, это группа ПВО. Много военных, которые как бы этот бензин, они не перепродадут его, они его отвезут, они будут за счет этого жить и выполнять задачи. Многие Z-блогеры проблему с заправками, видимо, понимают, поэтому объявляют сборы для фронта, и попадаются там самые разноплановые. Бензин стал проблемой в зоне СВО еще прошлым летом. Сейчас снова стало непросто. Помогите собрать на бензин. В нынешних условиях расходы на топливо для одной группы начинаются от 50 тысяч рублей. Товарищи, если вы едете в сторону фронта, обязательно берите с собой бензин. Каждая двадцатка будет только в радость подразделению, к которому вы едете. Лучше купить 20 литров бензина, чем 2 ящика печенья. Энергия и топливо – основа всего. На фронте тоже есть проблемы с бензином, а вот с соляркой таких проблем нет. Поэтому для обеспечения энергией наших позиций воинам нужны идеальные генераторы, хотя бы 2 штуки. Знаю, что не просто сейчас, но без этого парням будет тяжко. Этот пост дополнен видео, где о проблеме рассказывает военнослужащий. Хотели бы обратиться к вам за помощью, а именно помощь в приобретении 2 дизельных генераторов, так как все в курсе, что есть небольшие перебои в топливе, в дизельном, попроще с ним, так скажем. Некоторые Z-блогеры считают, что проблема дефицита бензина в армии настолько серьезна, что закупать нужно не генераторы. Может, пора самовары покупать для батальонов? Знаю, где купить, но где сырье брать? Тут нужно пояснить, что самоварами называют перегонные установки, мини-НПЗ. Автор предлагает военным заняться кустарным производством бензина, как 20 с лишним лет назад его производили в Чечне. Нефть, видимо, тоже предлагается прямо на фронте добывать для этого. О причинах происходящего и последствиях поговорим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. За год скачивание приложений VPN-сервисов выросло аж в 14 раз. Каждый месяц миллионы людей устанавливают себе средства обхода блокировок, а посещаемость платформ, которые работу VPN блокируют, снижается заметно. Но ограничения становятся все более продвинутыми и, кроме того, отличаются в зависимости от регионов и операторов. Поэтому сегодня важно иметь подписку на такой VPN-сервис, который умеет противостоять разным типам блокировок, а лучше иметь в своем арсенале хотя бы 2 таких. Пока атакуют один, другой будет нормально функционировать. Например, поставьте себе Blank VPN. Он уже 8 лет работает на российском рынке. Мало какой VPN может таким похвастаться. И за эти 8 лет Blank VPN наработал огромный опыт борьбы с интернет-цензурой. Один клик в приложении, и вам станут доступны как привычные сервисы, так и большинство российских приложений, без необходимости отключать VPN. У Blank VPN доступно раздельное туннелирование. Есть 50 локаций по всему миру, скорость до 10 гигабит в секунду. Заботливая поддержка, приложения для iOS, macOS и Android, отсутствуют логи и журналы данных.
А еще действует полный безлимит на трафик и количество устройств. Сможете подключить к подписке и маму, и папу, и бабушку, чтобы не покупать VPN каждому отдельно. У сервиса также есть безрисковый период в 30 дней. Вы можете за это время проверить, как он работает, и если вас не устроит, вернуть деньги. А проверить вы можете прямо сейчас, пока идет акция. По промокоду CATS действует скидка до 66%. Переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду. К ним уже применен промокод. Продолжим. Есть несколько причин, как вообще получилось, что самый важный для Путина проект, на который руководство страны не жалко ни денег, ни людей, столкнулся с дефицитом ресурсов. Как так вышло, что государство сделало поставки в армию приоритетными, но это не до конца помогло? Причин этих три. Первую озвучивают сами военные. Все, дескать, есть, но только на армейскую технику. На частную же приходится покупать, если найдешь где. Это подтверждают и авторы Z-каналов. И да, у армии все есть и всего хватает, а на ваши неучтенные генераторы и птички сами ищите. До кризиса поставки шли по потребности. Сколько заявит командир группы, столько и привезут. Хватало и на технику, и на генераторы. Но теперь безлимит закончился. Да, у армии приоритет в поставках, но это приоритет в распределении дефицитного ресурса. И потребление топлива армия теперь должна обосновывать. Введено нормирование. Сколько машин на балансе, столько и бензина. Но на балансе армии числится далеко не вся техника и оборудование. На 5-м году войны в российскую армию нужно приходить со своим. Не с танком, конечно, но экипировку, бронежилет, каску лучше покупать самостоятельно. А еще начальство вряд ли выдаст мавик, генератор, пикап, квадроцикл или буханку, бензопилу или систему РЭБ. Этого всего закупается мало. Большую часть такой техники приобретают провоенные гражданские помощники или сами бойцы на фронтовые выплаты. И все, что куплено за свои, не стоит на балансе военной части. Можно, конечно, технику на баланс зачислить и получать на нее бензин, но тогда она будет не своя, а казенная. А казенное оборудование начальство может в любой момент перераспределить туда, где, по его мнению, нужнее. Военные давно смирились с необходимостью докупать бензин. Но сейчас даже по завышенной цене бензин часто просто не достать. На заправках очереди, с рук тоже не купишь, лишнего нет. Вот характерная история из телеграм-канала одного из Z-авторов. Пишет его подписчица. Пишу вам от имени моего отца, который сейчас в составе Белгородского Барса сбивает беспилотники. Он просит поднять тему обеспечения мобильных огневых групп топливом. У нас в Белгородской области также ввели ограничения на топливо. Проблема в том, что многие машины волонтерские, следовательно, не стоят на балансе части и не получают на них топливо через Минобороны, а потому вынуждены заправлять за свои на обычных заправках. До недавнего времени Т-Бойл позволял отцу и его сослуживцам заправлять канистры. И Татнефть еще была, но теперь запретили и там. Речь не о передовой, но суть та же. Когда военные пытаются воспользоваться гражданской инфраструктурой, их приоритетный доступ к топливу не работает. Вторая причина дефицита бензина в армии, которую называют собеседники верстки – коррупция. В материале упоминается, что военные не только покупают втридорога бензин у местных, но и сами его толкают на сторону. Один из военных говорит, что раньше ГСМ воровали тоннами и даже называет цену – 350 рублей за литр. Подтверждение этому есть и в других СМИ в духе «Военный украл 10 тонн солярки». Неудивительно, учитывая, как часто дроны и ракеты прилетают и по базам снабжения, и по бензовозам, развозящим топливо на позиции. Бензин и дизель можно спокойно тоннами списывать. И тут мы подходим к еще одной причине дефицита на передовой – к проблеме последней мили. В логистике так называют последний этап доставки. Обычно именно на нем случаются все неприятности с посылками. Сказывается погода, пробки, курьеры, растеряхи, ход через соседний подъезд, неработающий домофон. Если груз продолбали, то обычно случилось это на последней миле. На войне последняя миля еще более проблемна по понятным причинам. Там стреляют. Поэтому склады и базы, где хранятся боеприпасы и топливо, расположены там, куда не добьет противник. До нынешней войны крупные базы обычно организовывали в районе железнодорожных узлов, где-нибудь в 40-50 километрах от фронта. Сейчас же, когда дроны бьют на тысячи километров, это звучит немыслимо. Ближайшие базы ВСУ начали выбивать еще в 2022 году, а сейчас блокируют и снабжение. Раньше можно было быть уверенным, что условным химарсом по грузовику не ударят. Слишком дорого выйдет.
Теперь же прифронтовая зона насыщена дронами, поэтому видео с горящими бензовозами попадают в сеть десятками, а синт-исследователи говорят о сотнях подтвержденных ударов по грузовикам и автомобилям на оккупированной территории Украины только за последние месяцы. И это только то, что попало в сеть. В мае и июне среднее расстояние ударов ВСУ резко возросло с 50 километров от фронта до 50 и выше. Качественные изменения случились буквально за считанные дни, и вряд ли это положение в ближайшее время изменится. Тылов в классическом понимании, как в учебнике с картами Второй мировой, больше нет. В общем-то, нет больше и классического фронта. Между сторонами пролегает огромная серая зона, которую никто не может считать своей. Ширина этой зоны растет месяц от месяца. В небе там тучи дронов с обеих сторон, и полоса отчуждения между передовой и базами снабжения только расширяется. В тех Z-каналах, где мы искали информацию о дефиците в армии, временами встречались описания, как сейчас выглядит логистика последней мили там. Плечо снабжения начинается еще в Воронеже, а заканчивается водителями буханок, квадроциклов, расчетами мобильных огневых групп, прикрывающих логистику в красной зоне, и мужиками, тянущими на себе топливо и аккумуляторы, боекомплекты пешком, уворачиваясь от дронов. Если смотреть на проблемы с подвозом как на локальный дефицит ресурсов на фронте, то становится видно вот что. От разрушения логистики больше теряет та страна, у которой до этого был безлимит на любые ресурсы. У Украины дефицит был с самого начала войны. Она уже 5-й год воюет крайне ограниченными ресурсами. У России же наоборот, все эти годы был безлимит. Сколько хочешь денег, бензина и дизеля, огромные запасы советских артиллерийских снарядов и бронетехники, и людей гораздо больше. И вот теперь Украина отрезала российскую армию от ее привычного безлимита и, похоже, как минимум в этом отношении уравняла шансы. Это все не значит, что завтра российская военная машина навернется, режим рухнет и свобода нас встретит радостно у входа. Но отметим, что привычное преимущество России в ресурсах стало гораздо менее устойчивым. Происходит это в условиях, когда Путин лично пытается выжать из страны все для фронта. Когда правительство поддерживает его усилия и пытается создать любые условия для армии, особый порядок поставок, особый приоритет по всем военным нуждам. И выясняется, что этот властный импульс не доходит до уровней, где должен исполняться. Не из-за бунта, не из-за саботажа. Просто тысячи водителей не торопятся везти топливо на передовую по опасной для жизни дороге. Тысячи армейских командиров зарабатывают свой первый миллион на продаже армейской солярки. А менеджеры на заправках отрабатывают инструкцию, по которой наливать топливо в канистры даже военным не положено. И всем им дела нет до того, насколько успешно решения Путина и правительства воплощаются в жизнь. Так бывает, когда начинаешь заведомо непопулярную и непонятно зачем нужную войну в заведомо не готовой к этому стране. До завтра.